Witam Państwa bardzo serdecznie na swoim kanale. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama i w dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Wam swoją koleżankę z Azerbejdżanu, Laman, która między innymi jest moją najlepszą nauczycielką z języka angielskiego. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce, o Polakach, o pierwszych wrażeniach, zaskoczeniach, doświadczeniach, o wszystkim. I nie zapomnijcie włączyć napisy w języku polskim, dlatego że dalej będziemy mówić po rosyjsku. А еще скажи, пожалуйста, вот поляки, по твоему мнению, вот какие они? Мне, например, они особенно в первый год показались более приветливыми и часто улыбающимися в сравнении с украинцами, потому что мы часто прям совсем грустные, какие-то серьезные ходим, и больше дружелюбные. Вот. Ну, если честно, для меня они показались в целом нейтральными, достаточно, я бы сказала, прохладными. Почему? Я объясню. На самом деле на Кавказе у нас достаточно такой горячий темперамент. Мы очень общительные, мы очень эмоциональные, и мы очень часто жестикулируем руками, там, мимика, достаточно высокий тон и достаточно громко разговариваем. Да, и поэтому для меня как бы казалось немножечко... Нет, точнее, для... Больше такие спокойные, да. Можно сказать, уравновешенно спокойные, просто тебе мило улыбаются, спокойно с тобой говорят. Да, и для них, для поляков, для полек, я оказалась достаточно агрессивной из-за того, что я была эмоциональной и разговаривала вот с жестикуляцией постоянно. Некоторые люди принимали это за агрессию, и их пугало это. Ага, ну, может быть, да, не привыкшие. А вот сами польки вот, в сравнении с азербайджанками сильно вот отличаются? На самом деле, я бы сказала, в чем-то они отличаются, но в чем-то есть схожесть. Отличаются они тем, что азербайджанки, я бы сказала, придают очень большое значение своему внешнему виду. То есть у нас есть такая вещь, как себя преподнести. Ты постоянно должна выглядеть красиво, ты постоянно должна быть full makeup, постоянно в одежде на выход. То есть, даже за хлебом, на каблуках, в мини-юбке. Ну, не в мини-юбке, но в юбке. Ну да, в мини-юбке, простите, это Украина, это у нас за хлебом выбросить мусор, да, при полном параде. Да, то есть ты должна быть при полном параде. Чем мне нравится в этом плане польки, то, что ты можешь выйти в свободной одежде, тебе не обязательно краситься. И это прекрасно на самом деле, потому что ты можешь выдохнуть, потому что никто не будет тебя оценивать, и никто вас друг с другом не будет сравнивать по внешности. Это очень приятно на самом деле. Да, главное комфорт, не надо шпильки, потому что у нас, если девушка вышла в кроссовках, она заболела. С ней что-то не то, она заболела, поломала ноги. Ну, по крайней мере, так было, вот, когда я жила на Украине почти 8 лет назад. На работу, тем более, девушка не на каблуках, особенно вот невысокого роста, это бы смотрелось странно, без макияжа. Да, сразу был бы вопрос, ты что, заболела, ты себя плохо чувствуешь, все ли там у тебя хорошо. Ну а вообще вот, где, как бы так сравнить, где легче жить молодому специалисту, студенту в Азербайджане или в Польше в плане самостоятельности? Я бы сказала, все-таки жить легче в Польше, несмотря на то, что, казалось бы, я здесь иммигрант, и я здесь не на полных своих правах, но здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы, как и в любой стране на самом деле. Плюсы в том, что здесь быстрее развиваешься, лучше зарабатываешь, чем, ну, мне кажется, это во всех постсоветских странах. На данный момент. Особенно для девушек у нас очень мало возможностей. Да. То есть элементарно моя работа, я говорю на китайском языке, я переводчик, оценивалась в Баку за 8-часовую смену. Мне хотели платить
400 манатов. 400 манатов — это около $235 в месяц. А средний прожиточный минимум — это 800 манатов. То есть это в 2 раза меньше. Да, то есть невозможно было бы выжить без помощи там родителей, допустим, тех же. Да, а здесь ты чувствуешь себя независимым человеком, ответственным за свои решения, за свой заработок и за свою карьеру. Это огромный плюс, потому что ты можешь развиваться, тебе не обязательно иметь 10 лет опыта, чтобы получить там работу за... Хоть какое-то повышение, наконец-то, пока да. Кто-то ушел на пенсию, и ты получил потом повышение, как у нас это часто бывает. Да, это огромный плюс. В чем минус Польши? Наверное, все-таки в бюрократии. В смысле, долго оформляются документы? Слишком много бумажек, слишком много документов. Для меня это было просто шоком. На самом деле, когда я приехала, я до сих пор к этому не могу привыкнуть. И надо все хранить еще. Да, все эти документы надо хранить. Я просто была в шоке, когда подавалась на карту побыта, потому что у нас это все происходит намного быстрее, потому что все систематизировано. То есть ты заходишь на сайт, ты можешь оформить все, что угодно за 5 минут. Да. Ну, может, потому что здесь все-таки приезжает много иностранцев и учиться, и работать, особенно вот украинцев, белорусов тоже достаточно много. Может быть, как-то они таким способом их отсеивают. Не знаю, но насчет документов, да, у меня есть специальный шкаф, там уже вот такая стопка. За все это время насобиралось разных документов, и не дай бог ты что-то выбросил, потом будешь подавать дальше документы, это что-то понадобится. И особенно документы с родины вообще нельзя терять, потому что для меня было удивлением, что здесь, когда ты подаешь документы вот на карту побыта, тебе нужно свидетельство о рождении. Допустим, у нас свидетельство о рождении не значит ничего, оно не является документом вообще, только паспорт. А здесь, и даже если ты будешь подавать на гражданство, ты вот свое свидетельство о рождении даже, по-моему, сдаешь. Вообще у тебя его забирают и как-то польское выдают. Но вот это из того, что я слышала, я еще пока не подавала. Расскажи немножечко про польскую кухню. Вот она прям сильно отличается от азербайджанской, или, может быть, есть что-то вот похожее? Я бы сказала, что она очень сильно отличается от азербайджанской кухни. В первую очередь, потому что здесь очень мало добавляют приправ в еду. То есть еда, она достаточно такая нейтральная, я бы сказала. Спокойная. Да, спокойная, нейтральная, там не слишком много соли, не слишком много перца. Да, у нас обожают приправы, то есть это карри, это куркума, это шафран. То есть мы его постоянно в плов добавляем, это рис у нас национальный, да. Ну и последнее, вообще вот год в Польше, вот чувствуешь ли ты, что ты вот как-то изменилась? На самом деле я очень сильно изменилась, потому что стало намного больше ответственности. Я понимаю, что я ответственна сама за свою жизнь. Я стала намного более самостоятельной. То есть я сама зарабатываю, я сама себя обеспечиваю, сама себя кормлю. Естественно, все это очень сильно повлияло на меня. Я полностью финансово независимый человек. Также у меня наконец-то появились свои личные границы. То есть, когда я только приехала, я очень часто давала другим людям себя продавливать эмоционально. Но просто потому, что я достаточно такой добрый человек. Да, я вижу. Я впускаю всех просто в свое поле. И это было неправильно, это было большой ошибкой для меня. Да, но спустя год, на данный момент я имею отличных друзей, достаточно верных мне, достаточно хороших, качественных людей рядом с собой, которые развиваются и помогают мне развиваться. То есть у нас есть общие интересы, у нас общие моральные ценности. И меня это очень сильно радует. Одновременно я научилась говорить «нет». То есть если раньше для меня казалось, что если я скажу «нет», то я сразу стану врагом народа, на данный момент я могу спокойно отказывать, если я что-то не хочу для кого-то делать. И меня это очень сильно радует, на самом деле. И тот факт, что я очень хорошо начала распоряжаться своими финансами, своими ресурсами в целом, эмоциональными тоже. То есть я
перестала общаться с людьми, которые не приносили мне никакой выгоды. Не в плане финансов, а именно в эмоциональном плане. Которые только забирали всю энергию. Да. Да. Больше, может быть, даже как-то ценить себя, свое время. У меня что-то тоже было подобное. Теперь выбираешь, с кем ты дружишь, с кем ты хочешь общаться. Можешь спокойно выбрать, да, что этот человек мне не нравится. И нет какого-то такого обязательства, что ты должен, ты обязан, потому что скажут люди, что кто подумает, что где. А вот какие-то, может быть, традиции, вот какая-то больше европейская культура. Что-то такое прижилось? На самом деле, мне чем нравится Польша, намного больше, чем другие западноевропейские страны, это то, что она не совсем модернизированная, не в плохом плане. Мне нравится, что здесь, опять же, почитаются традиции, что здесь есть понятие семьи, понятие дома, есть какая-то своя культура. Меня это очень сильно радует, потому что я приехала из страны, где традиции и культуру в целом очень ценят, и это очень важно. Да, и у меня не произошло такого культурного шока, который мог бы быть, если бы, допустим, я переехала в Нидерланды или, я не знаю, в Германию. Ну да, здесь очень важны традиции. Особенно вот семья. Да. Мне кажется, в Польше семья на первом месте. Сначала мы проводим время с семьей, с детьми, друзья, вот когда осталось время. А потом, и мне кажется, что вот у поляков близкие друзья, это какие-то вот с детства, с института, вот больше как-то так подпускают, может быть, тоже больше осторожные. Я согласна. И что мне еще нравится, польки, поляки, они очень открытые, на самом деле, люди. Несмотря на то, что они нейтральнее, они холоднее, чем мы в выражении эмоций. Но это просто чудесные люди, с которыми очень приятно пообщаться, провести вечер за чашечкой чая. Также они чудесные друзья. Ну да, такие понимающие. Да, и они помогут, когда тебе понадобится. И это действительно прекрасно, потому что тебя не отличают как иностранку, а воспринимают как в какой-то мере свою, несмотря на то, что ты не так хорошо говоришь на польском, да, или внешне отличаешься, все равно тебя воспринимают как свою, и это очень приятно. Да, согласна. А есть вообще в Азербайджане стереотипы о Польше? Что-то вот как-то вообще говорят о Польше? Что вы там знаете о ней? Потому что в России и Украине очень много разных стереотипов, мифов о Польше. На самом деле, вот до недавнего времени я мало что знала о Польше, потому что я даже расскажу историю. У нас постоянно по радио по утрам, когда мы ехали в университет, в школу, постоянно играла вот эта вот реклама краковской колбасы. Краков, да. Колбаса краковская. Да. Вот это вот у меня была первая ассоциация. Да. А так, как бы стереотипов у нас очень мало. Стереотипов единственное, что азербайджанцы в целом едут в Польшу, чтобы работать чернорабочими, может. Но это было раньше, как я знаю. Как бы на данный момент я не думаю, что есть какие-либо такие большие, известные, общепринятые стереотипы. Но вообще тяжело переехать в Польшу азербайджанцу? Я бы сказала, нет. Нет? Нет, не так уж и тяжело. Единственное, что у тебя должна быть какая-то цель для переезда. То есть ты не можешь просто переехать и оставаться, вот, скажем так, в том же самом состоянии, в котором ты был. То есть ничего не делать или там не учиться, не работать. Ну да, потому что ты должен легально тут находиться. Ну а сами документы, визу, если ты нашел работу, учебу, несложно получить? Несложно. Потому что у нас раньше, когда был вот этот визовый еще режим, было достаточно тяжело получить саму визу, потому что не было дат
зарегистрироваться на саму подачу, и мы вот свою ждали месяца 3 или 4. И с того момента, как вот муж получил предложение переехать в Польшу на работу, прошло полгода, прежде чем мы переехали. И это было очень быстро даже. Я соглашусь насчет этого. У нас единственная проблема – это записаться в посольство. Тоже да. есть такое. То есть там ограниченное количество мест, ограниченное количество времени, и его тяжело выбить. То есть чаще всего тебе приходится тоже ждать пару месяцев. Ну да, ловить его, когда наконец-то освободиться. Ну, я думаю, на сегодня все. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне, все мне порассказывала. Спасибо тебе огромное, что пригласила и познакомилась со своим каналом. Все, всем пока. До свидания.